Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, который приурочат к двухлетию войны. По данным источников Bloomberg, основные усилия в новом пакете будут сосредоточены на борьбе с лазейками Москвы в обходе санкций. Кроме того, продолжаются дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины, чтобы облегчить финансирование. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Чиновники НАТО снова прогнозируют нападение России. Кто через 5-8, кто через 20 лет, и только Финляндия успокаивает. Мы в Финляндии спокойно спим по ночам, потому что мы хорошо подготовлены. Атака на нефтебазу под Брянском и Тамбовский пороховой завод могла усложнить логістику російських войск. Але правда в тому, що це наслідки російського вторгнення, російського нападу, російської війни проти України. І далі буде. Массовых протестов в Башкортостане в упор не увидели в Кремле. Там есть отдельные проявления, которые скорее, наверное, относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка исключительно. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо, если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям! Чем ближе очередная годовщина войны, тем больше прогнозов. Война РФ с НАТО возможно через 5 или 8 лет, предупреждает министр обороны Германии Борис Писториус. Своим заявлением министр хочет разбудить общество и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к войне. Тем временем председатель военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр, также считает, что в последующие 20 лет может начаться война России с НАТО. Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день. Поэтому мы должны принять во внимание, что Владимир Путин однажды нападет на страны НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным в течение 5-8 лет. Впрочем, не поддерживает панических настроений премьер Финляндии. Глава правительства одной из самых новых членов Альянса говорит, что финны подготовились хорошо, поэтому могут спать спокойно. Мы видели, что Россия сделала в Украине, совершив нападение на независимое государство. Но я не вижу никакой непосредственной угрозы со стороны России в отношении Финляндии. Мы в Финляндии спокойно спим по ночам, потому что мы хорошо подготовлены. Однако всем странам-членам ЕС и НАТО также необходимо подготовиться к любым возможным сценариям. Беларусь тем временем бряцает уже ядерным оружием. Лукашевский министр обороны Хренин презентовал новую военную доктрину страны. Он пояснил, что царь Путин отсыпал Лукашенко щедрую руку ядерку для того, чтобы, если кто и подумал, то сразу бы передумал нападать на мирную страну. Поэтому ядерное оружие в Беларуси – это вынужденная мера. 4 позиции нападения, правда, мы ждем от Лукашенко до сих пор. Впрочем, Хренин не прочь и с НАТО задружиться, если они прекратят агрессивную риторику в сторону Беларуси. Хочу довести позицию военного ведомства до тех западных псевдоаналитиков, говорунов и просто экстремистов, которые уже почти неделю не умолкают, выдавая различные прогностические сценарии и оценки проекту новой военной доктрины и отношениям Республики Беларусь и Российской Федерации, в том числе вопросам применения ядерного оружия. Я еще раз всем заявляю, врагов у нас нет. В своей политике мы ни на кого не оглядываемся и подстраиваться не собираемся. У нас есть интересы наших народов, есть взаимные союзнические обязательства. И только эти факторы будут стоять во главе наших решений и действий, как самостоятельно, так и в рамках союзного государства. Атака на нефтебазу под Брянском и Тамбовский пороховой завод могла усложнить логистику российских войск и сорвать графики поставок. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Накануне Минобороны РФ отчиталась, что ВСУ пытались атаковать территорию РФ дронами и что все они были сбиты. Правда, до того, как их подавили средствами РЭБ, беспилотники все же успели зажечь нефтебазу в Клинцах и пороховой завод в Тамбове. Также украинские власти похвастались беспилотником, который может пролетать 1200 километров.
Та гарний гуркіт сьогодні, гарна бавовна, і регулярно такі події трапляються на військових об'єктах держави-агресора, власне, на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна в постачанні окупаційного корпусу паливно-мастильними матеріалами, зокрема, і не тільки, то це ускладнює логістику для окупантів, це зриває графіки постачання, графіки забезпечення, відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників. І російська пропаганда вчергово заявила, що нічого не сталося, що якісь цілі НЛО і так далі збиті і знешкоджені. Ну, але, власне, кадри, які ми зараз з вами спостерігаємо, вони засвідчують абсолютно протилежні речі. Але правда в тому, що це наслідки російського вторгнення, російського нападу, російської війни проти України. І далі буде. Мощный пожар в центре Челябинска. Горел крупный строительный рынок. Площадь пожара превысила 1200 квадратных метров. МЧС сообщала, на месте работают сотни пожарных и 36 единиц спецтехники. Огонь от полыхающего рынка мог бы перекинуться на соседние торговые ряды и здания, поэтому решили провести эвакуацию. Дороги перекрыли. Огонь распространялся быстро, а спасатели не могли добраться до воды, потому что колодцы и гидранты были завалены снегом, который не убирали с начала года. Позже пригнали спецавтомобиль и стали качать воду из реки. Ну что вы докапываетесь? Ну что рассказать? Сгорел у меня товар, сгорел у него товар, на миллионы сгорел. Ну что вы нас? Осуществляется забор воды от открытого водоисточника, то есть это река Миас. Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации возгорания. Информация по пострадавшим уточняется, все силы и средства на месте. Всего достаточно для ликвидации данного возгорания. В аннексированном Севастополе из-за проливных дождей дороги превратились в бурные реки. За одну ночь в городе выпала треть месячной нормы осадков. Река Черная прорвала дамбу. Подтоплено более 8 десятков домов и несколько поселков в окрестностях. Автомобильная дорога на южном берегу Крыма закрыта для транспорта из-за оползня. Оккупационные власти организовали пункты временного размещения. Из-за подтопления в Севастополе отключили воду. В 5 селах нет света, остановилась подстанция. У школьников объявляли сокращенный день. Пострадавшим от подтоплений из резервного фонда оккупационные власти пообещали до 100 тысяч рублей. Дал поручение оперативно, чтобы комиссия в проактивном режиме, как только вода уйдет, сделала обход по всем этим домовладениям, для того, чтобы оперативно оценить ущерб. У нас сейчас объявлена чрезвычайная ситуация, она не была отменена с момента, соответственно, урагана или шторма. Значит, в рамках действующей комиссии условий ЧС мы сможем оперативно оказать материальную помощь, соответственно, пострадавшим домовладениям. Для того, чтобы это сделать быстро, сразу как уйдет вода, будет совершен обход, и дальше после оценки принято соответствующее решение, деньги будут выделены из резервного фонда. Дальше ситуация мониторится. В Кремле не заметили массовых протестов в Башкортостане. Пресс-секретарь Путина считает, что массового недовольства в регионе нет. А в Уфе и Баймаке случились отдельные проявления недовольства. Протесты в башкирском городе Баймаке и столице региона Уфе прошли в минувший понедельник, среду и пятницу. Люди пришли выразить протест против приговора местному активисту Алсынову. Ему присудили 4 года колонии по делу о возбуждении вражды. Митинг 17 января собрал по разным оценкам от 3 до 10 тысяч участников и завершился стычками с силовиками. 19 января на акции в Уфе вышли 1500 человек. В Башкортостане ограничивали также работу Telegram и WhatsApp. Я не согласился бы с формулировкой «массовые беспорядки» и «массовые протесты». Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые скорее, наверное, относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка исключительно. Но, опять же, я категорически не соглашусь с тем, что это массово. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что против создания независимого палестинского государства на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
BBC, в свою очередь, отмечает, что международное давление на Израиль с целью поисков путей разрешения палестинской проблемы после завершения войны в Газе растет. США выступали за то, чтобы Газой управляла обновленная палестинская администрация. Это могло бы стать шагом к созданию палестинского государства. Израильские войска, по последним данным, уничтожили около 2/3 боевых полков Хамас в секторе Газа. Мы не согласимся на меньшее, чем полная победа. Полная победа требует устранения лидеров террора и уничтожения военного и правительственного потенциала Хамаса. Полная победа требует возвращения наших заложников домой. Полная победа требует, чтобы Газа была демилитаризована и находилась под полным контролем безопасности Израиля, а Израиль контролировал все, что входит в Газу. Испания меняет конституцию для людей с ограниченными возможностями. Нижняя палата парламента страны большинством голосов одобрила предложение о изменении статьи 49 Конституции. Там заменят термин «инвалиды» на «лица с ограниченными возможностями». Инициировала поправку Мара Гальсерон, первый депутат в региональном парламенте Испании с синдромом Дауна. Ее назначение назвали огромным шагом вперед и примером реальной инклюзии. Гальсерон настаивает на том, что общество должно изменить свое отношение к людям с разными способностями. Вставные зубы, которые носил бывший премьер-министр Уинстон Черчилль, продадут с аукциона. Начальная цена – $10 000. Для Черчилля изготовили 4 комплекта протезов, 2 из них в феврале уйдут с молотка. В описании к необычному лоту говорится, что сделали их примерно в начале Второй мировой войны. Британский политик страдал от проблем с зубами с самого детства. Протезы из керамики и золота изготовили с таким расчетом, чтобы сохранить природную шепелявость Черчилля и при этом дать ему возможность свободно говорить во время знаменитых радиообращений к нации. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!